Всем доброй ночи, друзья мои. У меня голос немного охрип, потому что сегодня снимала зимнюю природу, а там был холодный ветер. Но, надеюсь, восстановится. Ничего страшного. Главное, что вы меня поймете, это главное, остальное второстепенно. Я дарила вам как-то работу из грузинской магии. Называлась «Мать данного места» или «Покровительница данного места». В переводе с грузинского «Адглиздеда». Мать данного места. На самом деле мать данного места или покровитель данного места есть у многих народов мира. Но не у всех до нас дошло это все. А если дошло, то в исторических или этнических книгах и как-то мало популярны, мало кто знает об этом, мало кто слышал. Что это означает? Считалось, что земля, где стоит ваш дом, где рядом, может, источник, лес, дорога, поле. В общем, окружение, все это окружение, даже, может быть, весь поселок вокруг вас. Это определенная субстанция, круг, место силы, энергии, и что вот каждым населенным пунктом или местом стоянки людей, местом жизни людей руководит и как покровительствует этому месту определенный дух. И чаще всего связывали с женской энергией, с материнской энергией, матерь. Матерь данного места. Это главное, это хозяйка этого места. Вот сравнение плохое, может быть, хозяйка кладбища есть. Есть хозяйка, это я тут шевельнулась, и тут эта фигня, видите, звук. Ладно, неважно, здесь кожаный диван издает звуки. Так вот, хозяйка кладбища, хозяйка перекрестков, хозяйка гиблых мест, хозяйка двора, леса, хозяйка, значит, госпожа леса и прочее существует. Ну, существует и госпожа, хозяйка и той земли, где вы живете. И если подружиться с этим духом, который главное среди всех, она мать этих духов, тех, которые охраняют эту территорию, смотрят за другими. Ну, в общем, они важнее, да, главнее других. Естественно, если ты знаешь хозяйку этого места, то понятное дело, что ее покровительство будет на твоей стороне. И такие люди, они процветают. Люди испокон веков знали определенные тайны, не со всеми делились, не всем это говорили, но на удивление всех окружающих, например, если там была какая-то эпидемия, их не касалось, их скот, там, хозяйство не страдало от этого. Воры обходили их дом стороной. Дети не болели, никаких таких происшествий не случалось. Люди говорили, что вот какой-то заговоренный дом, заговоренная семья. С ними ничего не случается. Вроде там у всех погибает скот, да, например, коровы, там, свиньи, утки и так далее. А у них все время хорошо, они там и огород, и хозяйство, и жизнь. Потому что духи данного места, они не пропускали злые силы, злых людей, злые происшествия, злые энергии, которые обычно с собой несут бедствия. Кстати, вот уже зимний период наступает, время Мары, темных алтарей, время вымирания, время зимы. И вот сейчас самое время благодарить Мару. Ну, еще пока чуть рановато, начнется более такие заморозки, морозы. Карачун, да, бог, который приносил зимой, в основном зимой, всякие муры, несчастья, болезни
и прочее. Вот его надо было задобрить для того, чтобы он обошел стороной. Я вам хочу сказать, что люди проводят ритуал и забывают об этом. То есть они провели и как бы живут дальше. Все время в голове не держат, что они там что-то провели. А потом замечают, что на самом деле у них дом как под охраной, что у них нет тех несчастий, которые чаще всего происходят у других людей и так далее. Вот когда сядете, вспомните, сколько разных работ вы проводили, и как каждый год все болеют, у всех какие-то хвори разные, а у вас нормально все в семье. Это же не просто так. Вы усилили свою связь с миром духов. И духи вас слышат. Слышат, помогают, все время начеку, все время охраняет вас. И приходит момент, когда тонкий мир просто подстраивается под вас. И начинает как бы делать то, что вам выгодно, нужно. Вы только подумали, а уже происходит. Вам уже и не всегда нужно просить, уже приходит эта удача и защита и прочее. Это так, напоминание на всякий случай. Так вот, в славянской теологии, не люблю слово мифология, потому что это не мифы. Миф это все-таки переводится как выдумка, обман. То, чего не существовало, сказка. Это не мифология, это теология. Теология – это наука о богах, вообще наука о богах переводится с греческого, туда входит и изучение духов, рода, изучение корней, своего этноса и так далее. Так вот, в славянской теологии тоже была хозяйка данного места. Ее просили, чтобы вода в колодце всегда пребывала, чтобы она была чистая. Когда детей купали, например, в речке купали или во дворе, обычно купали летом всегда на улице, всегда просили хозяйку данного места, чтобы она благословила их, чтобы у них была долгая жизнь, удачливая, чтобы все болезни, хвори ушли с них, с глаз ушел и так далее. И люди, которые уважительно к ней относились, рядом был лес, значит, лес раскрывал все свои богатства, потому что там и лесные духи и прочее, они все взаимодействуют, они все знают друг друга и уважают, и то есть если она за вас заступается, ведь почему мы обращаемся к силам? Мы просим их заступничества, чтобы они перед другими силами нас защищали и помогали. Ведь они знают эти злые силы, эти темные силы духов. Они-то между собой друг другу не вредят, они все уважают свою территорию. Ну, так принято во Вселенной. Без зла нет добра, без добра нет зла, без тени нету света, без света тени нет и так далее. Поэтому в мире духа, в духовном плане, в тонком плане, там, потусторонних мирах, они уважительно относятся друг к другу и не лезут на территорию друг друга. Но когда ты просишь у сил, скажем, которые... Ветер поднялся. Которые охраняют данное место, которые даруют удачу и прочее. И когда ты обращаешься к этим силам, то эти силы заступаются за тебя перед другими силами, не подпуская в твою жизнь неудачи и духов, которые приносят эти неудачи и болезни. Вот их покровительство нам нужно. Поэтому мы просим их благословения и прочее. Итак, если коротко, подружитесь с матушкой земли, так ее называли, с хозяйкой этой земли, данного места. Это не мать-земля, это дух, покровитель данного места. И тогда ваших кошек никогда никакие собаки не порвут, они нигде не покалечатся. Тогда никакие бродячие собаки не подойдут к вашему двору, волки не подойдут, медведи не подойдут, смотря где вы живете. Тогда ваши дети не будут болеть,
не будет никакой опасности для вас в жизни. Ваше жилище, ваше имущество, ваши питомцы, ваш огород, ваши деревья, они будут в сохранности, они будут давать свои плоды, радовать вас, и несчастья будут обходить стороной. А как это сделать? Время от времени. Выходите из дома. Нельзя у себя проводить. У себя другие духи. Хозяйка данного места, она вне вашего дома обитает. Она может проявиться, она может смотреть, она может своим дозором пройтись везде, но она обитает вне вашего дома. Поле у вас, выйдите в поле. Лес, пройдите чуть-чуть в лес. Речка возле речки. Место орел и ее обитания — это, в принципе, вот ваш поселок, например. Если в городе, значит, ваш район ближайший. Вот это место. Это не хозяин города. Потому что хозяин города — это дух города. По сути, если грубо сказать, это подчиненные этого хозяина города, по местам его наместники. Пусть так звучит, но мы копируем мир духов. Как там, так и здесь мы строим свою жизнь. Подсознательно. Так что изначально это все было там и есть. Возьмите с собой фрукты, персики, что хотите. Гранат там раскройте, значит, разрежьте там на несколько частей. Яблоки, орехи, вино. Налейте какой-нибудь. Обычно покупают хлеб, мякиш этот и вытаскивают и наливают туда, чтобы оно, экологически чисто и хлеб, и все это уйдет в землю. Орехи. Сладости разверните, конфеты, естественно, не мусорьте на природе. Берегите природу, и это все, оно само уйдет, разложится, и оно уйдет. Биологический материал, это не страшно. Собаки сидят, птицы, в любом случае. Черный хлеб, можете булочки. В общем, вот как бы вы угостили бы дорогого гостя. Принесите, положите все под дерево, горстку монет, становитесь там рядом с этим угощением и, поворачиваясь на все 4 стороны света, кланяйтесь и по одному разу читайте заговор. После чего молча уходите, без никаких там разговоров, откупайся и прочее. Нет, ничего не надо. Вы принесли это угощение, оставили. Время от времени делайте это. Раз в месяц, раз в 3 месяца, как вспомните. Угощайте ее. Любое время года она всегда там. И вы посмотрите, увидите результат сами. Когда у вас все будет в сохранности, когда от сильного ветра рядом с вами дерево не упадет, молния не ударит, несчастья все обойдут вас стороной, вы поймете, что она вас охраняет. Теперь закономерный вопрос, если кто снимает, как быть? Пока вы там живете, вам нужна охрана хозяйки того места. Когда переедете, проведите с хозяйкой другого места. Конечно, это намного неудобнее, потому что вы все время меняете место жительства, и как бы одна сила к вам привыкает, потом... Но что теперь делать? Вам покровительство в любом случае нужно. Вы с ней обговорите, когда вы уйдете, то есть ее защита вам будет там не нужна. Это не значит, что она обидится, что вы не приходите. Нет. Просто постепенно ваша связь с ней оборвется, и вы построите новую связь с новой хозяйкой данного места. Точно так же. Постарайтесь сделать в таком месте, естественно, где нет людей. Не нужно, чтобы это видели. Не нужно, чтобы в ближайшее время это видели. Потому что если, знаете такое выражение, дело глаза боится.
Если сразу это увидят, это отчасти потеряет силу. Пусть там будет такое месте, что вот несколько дней никто мимо не пройдет точно. Я все вам объяснила, а теперь ритуал, то есть сам заговор. Матушка-хозяюшка данного места, хранительница, дарительница, прояви свою милость ко мне и к моей семье. Мы живем на твоей земле. Благослови нас. Даруй нам защиту и покровительство. Стань нам матушкой доброй и щедрой. Окружи нас заботой, береги нас от лихих людей, от злых духов. Береги нас от ненастий, от хвори, от вора и супостата, от ветра и огня, от воды и содрогания земли. Дай нам жить в достатке под Твоим крылом. Тебе почет и уважение, поклон и подношение, а нам богатое житье и бытье. Хозяюшка данной земли, на удачу нас благослови. Да будет так, заклинаю. Матушка-хозяюшка данного места, хранительница, дарительница, прояви свою милость ко мне и к моей семье. Мы живем на твоей земле. Благослови нас. Даруй нам защиту и покровительство. Стань нам матушкой доброй и щедрой. Окружи нас заботой, береги нас от лихих людей, от злых духов. Береги нас от ненастий, от хвори, от вора и супостата, от ветра и огня, от воды и содрогания земли. Дай нам жить в достатке под Твоим крылом. Тебе почет и уважение, поклон и подношение, а нам богатое житье и бытье. Хозяюшка данной земли, на удачу нас благослови. Да будет так, заклинаю. Матушка-хозяюшка данного места, хранительница, дарительница, прояви свою милость ко мне и к моей семье. Мы живем на Твоей земле. Благослови нас. Даруй нам защиту и покровительство. Стань нам матушкой доброй и щедрой. Окружи нас заботой, береги нас от лихих людей, от злых духов. Береги нас от ненастий, от хвори, от вора и супостата, от ветра и огня, от воды и содрогания земли. Дай нам жить в достатке под Твоим крылом. Тебе почет и уважение, поклон и подношение, а нам богатое житье и бытье. Хозяюшка данной земли, на удачу нас благослови. Да будет так, заклинаю. Матушка-хозяюшка данного места, хранительница, дарительница, прояви свою милость ко мне и к моей семье. Мы живем на Твоей земле. Благослови нас. Даруй нам защиту и покровительство. Стань нам матушкой доброй и щедрой. Окружи нас заботой, береги нас от лихих людей, от злых духов. Береги нас от ненастий, от хвори, от вора и супостата, от ветра и огня, от воды и содрогания земли. Дай нам жить в достатке под Твоим крылом. Тебе почет и уважение, поклон и подношение, а нам богатое житье и бытье. Хозяюшка данной земли, на удачу нас благослови. Да будет так, заклинаю.